Конец режима Рокфеллера и начало золотого века водорода, капитуляция Ротшильдов и крах правления Рокфеллера над Соединенными Штатами Америки позволят всем нам жить как миллионеры в грядущий золотой век водорода. Это большая история, стоящая за всеми новостями о достижении потолка долга США, победе и падении фальшивого режима Байдена. Рокфеллеры использовали свой контроль, более 200 фондов, над компаниями из списка Fortune 500, чтобы скрыть тот факт, что они являются настоящими вдохновителями войн, попытки массовых зачисток и многого другого. Теперь их бросают в свободное плавание. Самым первым действием режима Байдена была защита нефтяных интересов Рокфеллера путем списания трубопровода Keystone, что позволило бы американскому народу получить доступ к надежным, неконтролируемым Рокфеллером поставкам нефти. Войны также можно рассматривать как попытку Рокфеллеров заставить европейцев покупать нефть и газ у них. Мое участие в этой семье началось более 10 лет назад, когда я спросил министра финансов и экономики Японии Хёидзо Такинака, почему он передает контроль над всеми публичными японскими компаниями, учреждениям, контролируемым Рокфеллерами и Ротшильдами. К ним относятся BlackRock, State Street, Banking и Vanguard. Мне сказали, что Япония была вынуждена отказаться от своих компаний из-за угрозы землетрясения. Это было до Фукусимы. Последующее массовое нападение на Фукусиму 11 марта 2011 года в Японии также вынудило страну закрыть свои атомные электростанции и покупать нефть, контролируемую Рокфеллерами. Годы исследований показали, что интересы Рокфеллера стоят за многими преступлениями, включая распространение. В начале 20 века только у одного из 19 человек. Теперь это каждый второй человек. Излишне говорить, что сейчас является одним из самых прибыльных видов бизнеса для компаний, которые они контролируют. Недавние всем известные происшествия также привели к рекордной прибыли, которые также контролируются преступными кланами Игзом, такими как Рокфеллеры. Рокфеллеры также задушили человеческий прогресс, подавляя энергетические технологии, которые угрожали их контролю над нефтью. Из-за этого Никола Тесла оказался нищим заключенным в гостиничном номере, в то время как его технология была подавлена. В последующие годы японские производители солнечных панелей сказали мне, что они были вынуждены выбросить половину произведенных ими солнечных панелей, а цена, накупленной ими, кремний, была увеличена в 5 раз, чтобы солнечная энергия не могла конкурировать с нефтью. Они также сделали все, что в их силах, чтобы предотвратить использование водорода в качестве дешевого, экологически чистого и практически неограниченного топлива. Более 70% стоимости современной экономической деятельности приходится на энергию, и Рокфеллеры задушили человеческий прогресс, чтобы обеспечить получение энергии из дорогой нефти, которую они контролируют. Список их преступлений слишком обширен, чтобы подробно описывать его здесь. Дело в том, что недавние мировые события являются результатом международного альянса, направленного на свержение правления корпорации Соединенных Штатов Америки и ее правоохранительного органа. Имея это в виду, давайте посмотрим на события за последнюю неделю. Самым крупным стал дефолт корпорации США 19 января. Корпоративные пропагандистские новости сообщают, что США достигли потолка долга в 31,4 триллиона долларов. Однако обратите внимание, что накануне председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал результат и ушел. Источники ЦРУ говорят, конечно, что на самом деле это означает, что он либо арестован, либо скрывается. Из источников в польской разведке мы также узнаем, что Соединенные Штаты установили крайний срок для ограничения законного платежного средства долларов США, который истекает 31 января 2023 года. Ограничения означают, что любые долларовые купюры, напечатанные до 2021 года, больше не будут приниматься в качестве законного платежного средства нигде в мире. По словам источников в Ми-6, это отчаянная попытка Рокфеллеров избежать банкротства, заставив всех использовать цифровые валюты центральных банков, которые они хотят выпустить.
Вместо этого мир перекроет денежную массу Рокфеллеров, отказавшись от цифровых валют, которые они производят после 31 января, соглашаются несколько источников. Банкротство Совета Федеральной резервной системы означает, что вся финансовая система США рушится. Эти графики потребителей, максимально использующих свои кредитные карты, крупнейший финансовый пузырь в истории и падение цен на жилье показывают, что финансовая система США не функционирует. Например, источник в Моссаде говорит: «Я точно знаю, что Bank of America не платежеспособен, так же, как и Wells Fargo Bank. По всей финансовой системе. Я знаю одного клиента категории B из A, который выплатил ипотечный кредит и хотел получить документ на свой дом. Управляющий отделением сказал ему связаться с юристами банка. У них их нет. Упс. В Instagram, TikTok, Reddit есть множество сообщений о проблемах с банками для тех, кто хочет подтвердить. Многие клиенты упускают деньги и не получают ответов. На момент написания настоящего отчета ни один из этих банков не ответил на запросы об их банкротстве. Интересно, что Симпсоны предсказали, что у Bank of America закончатся деньги, среди многих других точных предсказаний будущего. Еще одним признаком того, что этот вопрос не стоит на повестке дня, является то, что в тот же день, когда председатель ФРС Пауэлл ушел в отставку, министр финансов США Джанет Йеллен объявила о поездке в Цюрих, Швейцария, для встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ. Китайские СМИ сообщили, что переговоры завершились досрочно 20 января, поскольку Йеллен, проявившая недоверие, прекратила переговоры досрочно, потому что ей нужно было успеть на самолет. Президент Швейцарии Ален Барси также показал, что его страна больше не является нейтральной, когда он произнес речь на прошлой неделе, в которой он напал с откровенной ложью. Теперь вопрос в том, вторгнуться ли в Швейцарию после захвата. Швейцария, по сути, объявляет войну, угрожая захватить активы, чтобы использовать их для восстановления. По словам главы Федерального департамента иностранных дел Игнация Кассиса в опубликованном в четверг интервью швейцарскому радио и телевидению. Это означает, что вторжение в Швейцарию неизбежно, если базирующаяся там группировка «Октагон» не сдастся. Источники в МИ-6 говорят, что Ротшильды ведут переговоры о такой капитуляции, но этот процесс займет время. Говорили, что настоящие перемены произошли после коронации короля Карла III. Может начаться в июне. В США настоящие перемены уже начались. Публичное лишение власти фальшивого Джо Байдена продолжается лавиной. Сфабрикованных историй о секретных документах, найденных в доме, гараже и других фальшивых местах Байдена. В Перу инки возобновили войну за освобождение своей страны от 500-летнего колониального господства. Древняя столица инков, Мачу-Пикчу, была закрыта из-за антиправительственных протестов, в результате чего сотни туристов застряли возле цитадели инков на фоне смертельных беспорядков. Полиция действует с большим контингентом. Автор вспоминает, как в подростковом возрасте наблюдал, как маститых учителей зачищала полиция на глазах у туристов, протестовавших против невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев. Я думал, что об этом расскажет весь мир, но об этом не прозвучало ни слова. На этот раз все будет по-другому, потому что все перуанское население восстало против своих контролеров. Важно отметить, что эти протесты не заканчиваются тем, что элиты отрезают хвосты ящерицам, чтобы спастись, бросив в толпу нескольких подобострастных так называемых лидеров. Нам нужны настоящие реформы, а это означает свержение Рокфеллеров и их мертвой хватки в энергетике. Если этого не сделает Запад, это сделает Азия. Как и в случае с солнечной энергией, Китай в настоящее время пытается преодолеть блокаду КМ в области водородных технологий. Это всего лишь один из самых свежих примеров технологии продления жизни, которая в прошлом была бы запрещена. Многие другие подобные прорывы, похороненные в прошлом, теперь могут быть реализованы. Другими словами, ожидаемая продолжительность жизни в 1000 лет станет технически возможной в течение нескольких лет
после того, как КМ потеряет контроль над финансовой системой. Однако, прежде чем мы будем праздновать слишком быстро, давайте учтем, что ХМ почти наверняка планирует что-то ужасное, чтобы остаться у власти. Скорее всего, следующим трюком будет фальшивое вторжение пришельцев. Например, новостная презентация NBC за декабрь 2020 года теперь размещается в интернете. В нем говорилось, что бывший глава израильских космических программ сказал, что Галактическая Федерация реальна, и Трамп знал об этом. Похоже, что ХМ готовит овец к инопланетному вторжению, говорит источник в Моссад. То, что кукловоды ХМ могут сделать с этой мистификацией, невероятно. Они могут взорвать целые города и страны. Они могут убить миллиарды людей и обвинить в этом инопланетян.